Давным-давно, когда еще не покинул нас великий бог и отец Альфей, буквы были вольными птицами, которые сами решали, как им вести свою жизнь и какие решения в ней принимать. Общество всегда развивалось и будет развиваться, поэтому много лет назад, когда буквы пришли к идее всеобщего равенства и полной свободы, случилось непоправимое. Равенство невозможно, пока существуют злобные умы, которые хотят творить ужасы, погрузившую весь наш вид в великую анархию. Но небольшое общество букв, которое не хотело гибели цивилизации, создало особую книгу – Кодекс. Они решили, что раз полная свобода мысли у букв приведет к их анархии, то эту свободу нужно ограничить, привив новым поколениям идею абсолютного гуманизма и созидания. На руинах старого мира был построен новый. Так появилась Федерация букв. Так появилась наша бессмертная столица, с которой и началось спасение всех букв в разных галактиках. Так появился Букстейн. Вот я одного. Так, а чё? Сначала... Когда я стал лидером, у меня словно открылись глаза. После чего все пришло к этому. Бука, доверься мне, и я помогу навести порядок. Нет, все началось не тут. Нет. Меня зовут Аргентум, хотя, думаю, вы и так это знаете. Зачем я опять вспоминаю этот день? Да ладно! Огурцы в студию! О, Альфей, спасибо, что помог мне получить эту банку огурцов! Ах, когда подключат пакет с нормальными развлекательными каналами? Кто там? Это я. Ах, входи. Здравствуйте, мистер Бука. Как ваше настроение? Сойдет. Это замечательно! Тогда, может, приступите к работе с документами? Там их немало скопилось. Не, давай лучше завтра или послезавтра. Хорошо. Мистер Бука, может, не стоит так долго игнорировать офисные дела? Офис еле как работает без вас уже почти целый месяц. Это может привести к... Ой, ну началось. Слушай, Ука, ничего личного, но мой дрожайший отец поставил меня на эту должность вопреки моему желанию. Вот пусть теперь за его выходку другие расплачиваются. Я из принципа ничего делать не буду. Задрали все. Старпер наслушался психологов. А мне теперь сиди тут и херней страдай. Ага, сейчас. Может, если вы не хотите работать с бумагами, тогда хоть на собрание Верховного Совета сходите? Вы же помните, что ваш отец передал вам место в Сенате народов Верховного Совета? Там как раз через неделю собрание. То есть ты говоришь, что я могу уехать на целую неделю из этой дыры в столицу? Ну, недели это многовато. Обычно члены Совета летят в Великий Шпиль за 2 дня до самого начала Неделя. Ладно, неделя. Юху, покупай билет! Я еду прямо сейчас! Ну, хоть что-то.
Будьте осторожны. Поезд межгалактических линий 745 с маршрутом вокзал 17 Букстейн прибывает к первому пути первой платформы. Бруннесбука. Прошу. Добро пожаловать в Букстейн. Да. Здравствуйте, простите, это же улица памяти 15? Ага. Вам случаем не звонил секретарь офиса 615? Да, звонил. А я, как понимаю, вы Бука? Да. О, а я уж думала, не доживу до момента, как вот Проскобаэрда увижу. Ай, какой, весь в папку. Пошли за мной. Простите, как я понял, вы знакомы с моим отцом? Мы уже давно дружим. И я когда-то работала у него правой рукой. Но до того, как ты родился, пришлось уехать с офиса. Сюда. Почему уехали? Эх, многое произошло. Порой одно событие может перевернуть целую жизнь. Думаю, ты это уже понял. Но уехать-то я уехала. Но если нужно, своим всегда помогу. Я твоему отцу всегда номерок держу, если понадобится. Ну, видимо, ему уже и не пригодится. Но вот тебе... Добро пожаловать. Это, конечно, тебе не отель из центра, но и ожидать от гостиницы с окраины ничего большого не стоит. Да, так себе местечко. Ладно, чем заняться? Не, лучше схожу прогуляюсь. Так, тут я уже был, и тут тоже. О, а вот здесь я еще не был. О, нет. Мистер Бука, здравствуйте. Как у вас там дела? Все нормально. Было. Как ваша речь для выступления? Да, речь. Уже все состоял. Да, все под контролем. Ох, замечательно. Может, если вы свободны, оставшиеся 2 дня до собрания, я пришлю вам по почте хоть какие-то документы по офисным делам? Ой, знаешь, мне что-то нехорошо. Давай, как приеду назад, тогда поговорим. Окей? Ладно. Что это у тебя за шум на фоне? Да так, ничего. Удачи вам на собрании. Где Бука? Пусть он хотя бы документ от бухгалтерии Налоговая подпишет. приходит, нам всем конец. Это нехорошо. К нам скоро инспекция приедет. Ладно, что я за 2 дня напишу? Пофиг, симпровизирую.
Эх, Жозефина, вот прикинь, как же все-таки тяжело быть сыном лидера офиса. Я вот заменил батька на посту месяц назад, и от него мне досталось место в Верховном Совете. Прикинь, буду через 2 дня выступать там, буду там про политику говорить, альфийские, грандвальские, спенсерские буквы, все дела, ну короче, всякая херня. День добрый. Ого! Сам Верховный инспектор? Какая честь! Спасибо. Ну, меня зовут Аргентум. Хотя, думаю, вы и так это знаете. А вас, мистер... Бука, лидер офиса 615. Из чего это вы, господин Верховный инспектор Аргентум, решили пожаловать в бар вот так, средь бела дня? Давай на ты, Бука. У нас же неделя миролюбия. Учу всех защитников правопорядка и выходной. Я вот решил погулять по Букстейну. А то я 1,5 месяца как Верховный инспектор. А нормально город так и не изучил. Как-никак я не тут почти всю жизнь прожил. Так мы с тобой с одинаковой судьбой. Я тоже относительно недавно большой шишкой стал. И в столице почти не бывал. О, так может ты составишь мне компанию в этом замечательном месте? Вот что ты пьешь? Да, лимонад простой. В такой хороший день? Давай лучше чего покрепче закажем. Жозефина! А он мне говорит, «Haus die Augen aus und wir sie in den Kopf für die Kühe». Ничего не понял. О, Бука, спасибо большое тебе за то, что составил мне компанию. Вот мой номер. Давай, мне уже пора уже уходить. Удачи тебе. Бывай. Что это там? А ну-ка. О, мистер Розе, здравствуйте. Да ты погоди, ну отдам мне немного меньше. Да не отследят это. Что ты завелся? Там всего Розей! 0,5%. Да чё ж ты не видишь меня? Вообще, А! телефон специально Идея! Сейчас создам камушек и кину в него. Так он точно заметит. Вот запомни. Если придёшь ко мне за помощь, то вместо нее получишь огромное ни хрена. Верховный инспектор? О, боже, я не виноват, я случайно, простите. Господин директор! Почему Центральный Совет ничего не делает с установлением безопасности телефонных звонков? Бунтари пользуются этим, чтобы сеять нестабильность и увеличивать преступность. Уже даже что заклеили конвои, которые завозят телефоны на преступную планету Розидор для координации там возможного восстания. Неужели Центральный Совет заполнена преступниками с отвратительной планеты? Промышленность конкретно пострадала от вашего бездействия. Уже думаю, все слышали, что директор огромного промышленного комплекса Розей Герецкий был средь бела дня, прямо здесь, в столице, избит до такого состояния, что уже 2-й день чалится в больнице. Как же они мне надоели. Технологии развиваются слишком быстро. Возможно, нужно было больше заняться безопасностью перед тем, как в открытый доступ давать технологии межгалактической связи.
То есть это Центральный Совет виноват в том, что когда армии был выдан секретный доступ к межгалактической связи, то об этом каким-то магическим способом узнает сразу полфедерации. То есть опять у нас правый совет во всем виноват? Берда? Ты что, побрился? Ну, к сожалению или к счастью, я не Берда. Я его сын, Бука. Бука. Да, Берда много говорил про тебя. Ой, помню, тебя еще совсем маленьким мне показывал. Господа члены Центрального, Левого и Правого Совета, господа сенаторы и, в общем, все представители Верховного Совета, я думаю, что можно уже начинать наше плановое слушание докладов с предложениями для новых законов Федерации. Что же, приступим. И именно поэтому нужно уже сейчас задуматься о формирующемся дальнем видом букв и готовить и сам Совет, и наше общество к их формированию как полноценной политической силе. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин сенатор Нуф. Что же, у нас осталось совсем немного желающих выступить, так что последний рывок, господа. Прошу сенатора Брунеса Буку выступить перед всем Верховным Советом. Спасибо, господин председатель, за такую возможность. Я, конечно, не такой спец в таких делах, как вы. Как-никак, я стал лидером офиса месяц назад. А о том, что я теперь являюсь частью Сената Народов, узнал вообще неделю назад. Все же я немного не просил моего отца об этой должности. Но не суть важно. Я вот послушал всех сенаторов. Конечно, все проблемы, обсуждаемые здесь, очень серьезны и требуют внимания. Но так как у нас здесь демократия, я хочу высказать недовольство вами. Конечно, вам тяжело следить за всей страной. Как-никак, в Федерации десяток тысяч офисов и почти 300 миллиардов букв. Но все же, вы даже со своими чиновниками уследить не можете. Вот тот же... Ну, о, господин Верховный Инспектор! Что? Как вы можете решить проблему преступников, если ваш инспектор просто средь бела дня абсолютно внезапно, чуть ли не насмерть, прибивает к земле огромным валуном бедного директора Розея Герецкого? Что? Что он несет? Да быть такого не может. Позор! Вы бы видели, какая умора это была. Он еще бухой, как свинья был. Господин Верховный Инспектор! Вы можете потрудиться объяснить его высказывание? Нет, стойте! Отвечай, Аргентум! Я вам позже объясню. Господа, соблюдайте порядок. А мне говорили, Соблюдайте что порядок. политика это сложно. Войдите. Добрый день, господин Розей. Что вас привело, инспектор? Пришли закончить начатое? Господин Розей, простите меня, я совершил, правда, очень плохой и непростительный поступок. Я нарушил закон, нарушил кодекс. Я готов понести любое наказание. Хорошо. Господин инспектор, я хочу подать заявление в полицию. Что? Может, как-то иначе решим вопрос? Это заявление, оно разрушит всю мою репутацию. Я не могу лишиться своей должности. Я очень много сделал, чтобы получить ее. Прошу вас, не подавайте это заявление. Я готов на все. А ведь только что уверяли меня, что готовы понести любое наказание. Или я ослышался, инспектор? Я не... Не ослышались. Я приму все, о чем твердит закон. Ладно, не пугайтесь так, аж побледнели.
Думаю, одна небольшая услуга сможет решить наше недоразумение. Я вас слушаю. Как вам, наверное, известно, моя корпорация была поглощена правительством Федерации. Это Аргентум. Несправедливо. Формально они сделали это ради блага общества. Но что на этот счет говорит Кодекс? Труд гражданина есть основа процветания, и плоды его труда должны принадлежать ему по праву, если не вредят народу. Верно. Так вот, раньше мои товары разъезжались по всей Федерации тем, кому они действительно были нужны, а не тем, у кого длиннее рука в правительстве. Это справедливо? Нет. Но при чем тут я? Я хочу, чтобы часть грузов из пунктов госраспределения была перенаправлена. Перенаправлена по тем адресам, где они действительно пригодятся. Моя команда знает рынок, она знает конкретные планеты и галактики. Но по новым законам я не имею права указывать, куда это поедет. Но вот вы... Вы хотите, чтобы я отдал приказ перенаправить груз? Я хочу, чтобы вы, инспектор, увидели, что в некоторых действиях правительства, включая это, скрывается полная несправедливость, беззаконие и нарушение уставов Кодекса. Я просто хочу, чтобы распределением моих товаров занимались буквы, которые знают нужды населения, а не чиновничий аппетит. Это же просто перенаправление груза нуждающимся. Почему правительство против? Потому что правительство, инспектор, идет вразрез с Кодексом. Чем больше они сидят внутри великого шпиля, тем больше их звезда отрывается от Кодекса. И я надеюсь, что вы поможете нам хотя бы чуть-чуть смягчить последствия этого процесса. Если же все пройдет гладко и без шума, то я сделаю вид, что никакого недоразумения с вашей стороны не происходило. Я должен видеть списки получателей, которым вы хотите отправить груз. И... Разумеется, все, что вам нужно, будет передано. Так что? Я согласен. Что же, тогда, думаю, можно не медлить. Я дам вам номер моего коллеги Убрига. Он, если что, гриндвальская буква. Поэтому, если вам нужен переводчик... Я сам хорошо знаю гринвальский. О, тогда проблем не будет. Вернувшись в офис, меня встретил полный хаос. Мое бездействие привело к большим проблемам, и мне все-таки пришлось принять ответственность данной моим отцом короны. Со временем я втянулся в этот процесс и вскоре смог восстановить работу офиса. Но на пути к этому мне пришлось попрощаться с многими товарищами, а позже обрести новых. Но после ситуации в Совете дорога туда мне была закрыта. А осознание того, что я совершил, пришло слишком поздно. Директор корпорации оправдал Аргентума, а мое место в Совете было передано ему. Теперь столичная элита ненавидит меня за кривду в сторону одного из главных чиновников. А наши пути с Аргентумом больше никогда не сходились. Пока... И что нам теперь с этим делать? У ваших выдающихся умов есть хоть какие-то идеи? Я пытался саботировать связь как только мог, но он же старпер.
Он все важное только в устной форме передает. Я могу лишь, не знаю, попробовать Галафранк обвалить, чтобы финансирование их плана замедлилось. Все, что вы делаете, никак не поможет нам. Она уже знает о том, что такое оружие возможно. Теперь ее ничто не остановит. Нам нужно следить, чтобы у нее не было повода для начала действий. А он может появиться. Она уже посылает дронов на их поляну, чтобы найти компромат. Думаю, мне не нужно говорить, что тебе надо сделать с этими дронами. Так точно! Ни один дрон не долетит до них. Это я вам гарантирую. Только вот теперь остается задать вопрос. Зачем мистер Гальфонс поехал участвовать в это шоу?